Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы будем рисовать френчик рисованный. Рисовать мы его будем косой кисточкой. Как вы знаете, тонкими кистями френч я рисовать не люблю. Ну и опять же, кто не умеет рисовать френч косой кистью, у меня на канале есть мастер-класс с ученицей, где я подробненько девочке рассказывала, как это делается, и контролировала, чтобы она делала все правильно. Поэтому посмотрите, поищите, эта информация на канале есть. Френчик мы рисуем в два слоя с промежуточной просушкой. Первым слоем набрасываем именно форму нашего френча, а на втором слое уже следим за тем, чтобы цвет покрытия был плотным, чтобы не было никаких разводов и чтобы все аккуратненько у нас лежало. А теперь же все самое интересное. Моя клиентка попросила у меня нежненькие ноготочки, поэтому мы рисуем ей в монохроме вот такие вот мазковые цветочки. Обожаю мазковую технику в дизайне ногтей. Это безумно быстро, очень просто, и цветы получаются просто потрясающие. Первым делом темно-сиреневым оттенком мы набрасываем форму непосредственно наших цветочков. Следим за тем, чтобы цветочки у нас были кругленькие, чтобы лепесточки у них были тоже довольно-таки интересной формы, и это в принципе наша основная задача на этом этапе. После того, как мы просушили наши подмалевочки, мы расставляем свет на наших лепесточках. Берем оттенок розового посветлее и расставляем самые светлые цвета. После того, как мы просушили свет, переходим к созданию теней. Берем цвет темно-фиолетовый, в данном случае я смешала вот этот вот цвет, которым я рисовала подмалевок, с черным гелем. Получила темно-фиолетовый оттенок, и именно этим цветом рисую тень в серединке цветочков. Перекрываем ноготки топом и уже дальнейшую прорисовку будем делать поверх финишного покрытия, для того, чтобы дополнительно добавить объем им за счет финиша. И поэтому у нас цветочки получаются мало того, что визуально объемные за счет вот этих вот игры оттенков, но и практически объемные за счет того, что у нас проложен слой финиша.
Ну а теперь основные светлые акценты на цветах. Опять же, в мазковой технике, мазковой кисточку мы рисуем мазочки на лепестках нашего цветочка. Удивительно, что же еще можно рисовать мазковой кисточкой. Итак, рисуем мазочки света, высветляем наши лепесточки и получаем вот такой вот восхитительно объемный цветок. Нижние цвета у нас, получается, видны под нашими полупрозрачными мазками, но в то же время они добавляют игры оттенков и не пересекаются с цветом нашего света. На этом же этапе тонкой кисточкой добавляем привязочных элементов, то есть вот именно те элементы, которые привязывают нашу композицию к форме и длине нашего ноготочка. Они же достраивают нам композицию и они же добавляют воздуха в наш дизайн. После просушечки подчеркиваем наши лепестки, то есть опять же расставляем самые яркие блики и акценты непосредственно на лепестках наших цветочков. Не делаем разукрашку. В который раз, не устаю вам повторять, не обводите по кругу все свои цветы, расставляйте именно акценты. И как я уже не раз говорила, самое основное, что собирает наш цветочек в кучку, это серединка. В данном случае серединку делаю при помощи золотого геля. Ну а теперь самая главная информация для всех тех, кто будет кричать: «А почему вы не вытерли сразу гель с боковых валиков?» Смотрите, девочки, если тереть гель в мокром виде, то вы его по пальцам больше размажете, чем уберете. Поэтому проще его просушить, а потом взять пилочку и аккуратненько, без нажима, чтобы не травмировать боковые валики, спилить его. Поэтому проще вот так, проще и быстрее. Этим же движением заодно мы поправляем толщину усов френчика в самом начале. То есть именно те усики, которые у нас где-то, допустим, немножечко расплылись в ширину, мы их пилочкой подбираем, и они получаются тоненькие, красивенькие. И в данном случае на этом же этапе я убираю тот ноготочек, который у меня завернулся, я его не заметила на безымянном пальчике, и он у меня телепался. То есть я увидела его на том моменте, когда я рисовала, но тем не менее нисколько по этому поводу не нервничала, потому что я знала, что я еще буду пилить. Вот именно на этом этапе я убираю все, что мне было необходимо. И вот после того, как мы убрали все вот эти вот косячочки, мы наносим клиенту масло.
Девочки, внимание, кто только начинает, масло после нанесения необходимо убрать. Если вы не уберете масло, то у вас на фотографии получатся жареные сосиски вместо пальцев. Поэтому мы наносим масло и сразу же влажной салфеточкой убираем, протираем пыль с рук клиента и убираем масло. Вот, собственно говоря, и все, наш дизайн готов. Получилось безумно нежно, очень по-летнему, очень свежо и интересно. Ну а мы увидимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч, пока-пока. Кстати, следующий урок будет потрясающе интересный, поэтому если кто-то не подписан до сих пор на мой канал, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До свидания!